Вы оказываетесь в другом мире. Все вокруг насмехаются над вами, считая вас слабым, но скоро они пожалеют об этом. Можете себе представить? Что же, давайте начнем. Наша история начинается с Фармы, мальчика, которого когда-то считали безнадежным. Он видел, как самый дорогой ему человек умер прямо у него на глазах, сраженный неизлечимой болезнью. С этого момента Фарма дал клятву. Он никогда не позволит никому страдать так, как страдал он. С непоколебимой решимостью он заявил: «Я стану чудо-доктором, который сможет исцелить любую рану, какой бы серьезной она ни была». Шли годы, и Фарма стал величайшим фармацевтом, которого когда-либо знал мир. Не было ни одной болезни, которую он не смог бы вылечить. Короче говоря, он стал живым чудом. Ученые со всего мира обращались к нему, когда сталкивались с неразрешимой проблемой, и у него всегда был ответ. Его жизнь была идеальной, за исключением одного. Он почти не спал, работал день и ночь, отдыхая всего 1 час в день. И вот однажды, как обычно, он поставил будильник, чтобы наконец-то отдохнуть. Но случилось нечто удивительное. Как только он открыл глаза, он был ошеломлен. «Кто эта девушка, которая стоит передо мной? Где я? Что я здесь делаю?» Девушка попыталась успокоить его, но он был совершенно дезориентирован. Он бросился к окну и выглянул наружу, только чтобы понять, что находится в совершенно другом мире. Он оказался в чужом теле и подумал, что это должно быть сон, от которого он скоро проснется. Но девушка, которую, как мы позже узнаем, зовут Талин, сказала: «Похоже, твой разум пострадал после вчерашнего удара молнии». В этот момент Фарма начал понимать, что произошло. Он спросил, как ее зовут, и она ответила. Затем она провела его по дворцу и представила всем, кто там был. Оказалось, что Фарма теперь принадлежит к знатной семье, живет в роскоши со слугами, горничными и великолепием. Но это еще не все. Каждый член семьи был известным королевским врачом. Талин представила его своей семье. Его отец, Байрон, главный врач королевства, его мать Лиза, его сестра Мила и его старший брат Веро, который сейчас находится в научной экспедиции за пределами королевства. Байрон возлагал большие надежды на своих детей не только из-за их врачебного мастерства, но и из-за их священных способностей. Что ты имеешь в виду под священными способностями? Талин была потрясена. Ты забыл. Ты потрясающе владел магией воды. Отсюда мы узнаем, что эти священные силы отличают дворян от простолюдинов. Если бы Фарма не смог использовать свою магию, его бы выгнали из дворца, а отец мог бы отречься от него. Испугавшись, Фарма сказал ей, что скоро восстановит свои воспоминания, притворившись, что у него амнезия, чтобы она не поняла, что он поменялся телами с кем-то другим. Позже, оставшись один в своей комнате, он задумался, как работает магия воды. Он представил молекулярную структуру воды, и вдруг его охватила таинственная энергия. Он смог без труда использовать магию воды, но тут его охватила паника. Он не мог остановиться. Бросившись к окну, он закричал, и поток воды хлынул наружу, заливая все вокруг. В конце концов, ему удалось отменить магию, и все вернулось на круги своя. Тем временем Талин, которая была в саду, промокла до нитки, но ее лицо светилось от радости. Он вспомнил о своих способностях. Фарма задумался, есть ли у меня другие способности. И действительно, он обнаружил, что может создавать любой металл левой рукой и стирать его правой. Вдруг в дверь постучали. Он быстро заставил металл исчезнуть, прежде чем вошла Талин. Она сказала, что его отец хочет увидеться с ним, чтобы проверить его состояние. Прежде чем они ушли, она спросила, помнит ли он свои медицинские знания. Байрон часто проверял его на редких методах лечения, и если бы он не ответил, это было бы катастрофой. Фарма отправился на встречу с семьей. Они были рады, что с ним все в порядке после недавнего инцидента. Но вдруг Байрон спросил, как ты создаешь это редкое средство для заживления ран? На что Фарма ответил безупречно. Без колебаний, без ошибок. Байрон улыбнулся. Отлично, похоже, с тобой все в порядке. Тебе следует продолжить обучение с Нуром. Фарма отправился к Нуру, своему личному наставнику. Она обучала его как магии, так и медицине. Нур когда-то была ученицей Байрона и была невероятно талантлива. Но она заметила, что что-то не так. Его тон изменился, поведение стало спокойным и сдержанным, что было совсем не похоже на прежнего Фарма. «Ты даже не помнишь меня, не так ли?» — спросила она. Фарма признался. «Я сильно изменился. И я думаю, что потерял память после удара молнии». Нур смягчилась. «Не волнуйся, мы начнем с нуля. Постепенно ты все вспомнишь». Она начала объяснять, что их мир состоит из 5 магических элементов. Вода, огонь, земля, воздух и, наконец, пустота. Что такое магия пустоты? Нур ответила, честно говоря, никто не знает. Это упоминается в священных картах и писаниях. Но лично я сомневаюсь, что она существует. Тогда он спросил, есть ли кто-нибудь, кто может создавать любой материал, какой захочет? Нур пристально посмотрела на него. Перестань нести чушь, это совершенно невозможно. Но Фарма знал.
Он мог это сделать. Затем она отвела его к реке и спросила о его магическом посохе, который усиливает способности и помогает в обучении. Хотя Фарма видел его раньше, он не взял его с собой, не зная, что это его посох, и не отдал ей свой. «Я хочу, чтобы ты создал водяное копье в сторону реки». Он не знал, что это значит, поэтому она показала. Огромная волна энергии вырвалась из ее заклинания и ударила в воду. «Просто, правда?» — сказала она. «Теперь попробуй ты». Фарма последовал ее указаниям. То, что произошло дальше, было за гранью воображения. На берег обрушилось колоссальное цунами, сметая все на своем пути. Испугавшись, он бросил посох на землю, и заклинание мгновенно исчезло. Нур застыла на месте. «С каких пор у тебя такая сила?» Она протянула ему инструмент для измерения магической энергии. Но как только он его использовал, он разбился вдребезги, и Нур задрожала. Это невозможно. Затем внезапно на плече Фары засиял свет. Нур ахнула. Это была одна из священных печатей, упомянутых в древних текстах. Пока они шли, Фара заметил, что Нур плохо видит. Ее очки разбились. Он предложил помощь. «Попробуй этот трюк, и твое зрение должно улучшиться». Она подумала, что он шутит. Но когда она сделала то, что он сказал, ее зрение мгновенно улучшилось. И в этот самый момент Фарма обнаружил новую способность. Теперь он мог определить точное местоположение и характер любой травмы у человека, стоящего перед ним. Нур в шоке уставилась на него. «Как? Откуда ты все это знаешь?» Пока он рассказывал ей, что видел, ее охватил страх. Особенно, когда она заметила, что его тень не отражается на земле. Девушка резко остановилась и упала на пол. Он попытался помочь ей, но она убежала от него и от всего этого места. На следующий день Баран был в своем кабинете и сообщил Фарме, что Нур заболела лихорадкой, и ее состояние сильно ухудшилось. К его удивлению, она даже подала заявление об увольнении. Он спросил, есть ли у него какое-нибудь объяснение происходящему. Фарма на мгновение задумался, а затем сказал: «Я не виноват в том, что произошло». Тогда Берон вручил ему лекарство и письмо с просьбой навестить Нур и проверить ее состояние. Фарма взял лекарство и пошел готовиться к визиту к Нур, но сказал: «Это лекарство сделал мой отец. Это просто пищевая добавка. Я сомневаюсь, что оно может вылечить лихорадку». Поэтому он решил сам придумать для нее подходящее лечение. Он взял приготовленное лекарство и отправился к Нур домой. К его удивлению, она его боялась. Она спряталась за металлическим щитом и разговаривала с ним через дверь. Она думала, что он пришел, чтобы убить ее, после того, как она узнала его секрет. Фарма удивленно спросил: «Что за чушь ты несешь? Ради всего святого, что это за мысли?» Он попытался успокоить ее, объяснив, что пришел по приказу отца, просто чтобы проверить ее здоровье. Он принес ей лекарство своего отца и еще одно средство, которое он лично приготовил для ее состояния. Но она, казалось, сошла с ума и начала кричать. Она упала на пол и закричала: «Это лекарство должно быть отравлено. Ты хочешь меня убить?» Она умоляла его не причинять ей вреда и пообещала, что никогда не раскроет его секрет. Фарма сказал: «Я не причиню тебе вреда. Пожалуйста, просто послушай меня. Я умираю от стресса, который ты вызываешь. Я ничего не понимаю в своей силе и не могу ее контролировать. Поэтому мне нужно тренироваться. И ты единственный, кто знает правду обо мне и понимает мою силу». Внезапно он достал букет цветов, который принес с собой, и сказал: «В любом случае, я не могу тебя заставить. Примешь ты это или нет, я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала». Затем он ушел. Позже Нур сидела одна, размышляя о его словах и о том, как сильно ей нужен кто-то рядом. Несмотря на свой страх, она в конце концов решила помочь ему. На следующий день Фарма гулял один в саду, когда вдруг услышал, как кто-то позвал его по имени. Это была Нур. Она подошла к нему и сказала: «Давай начнем тренироваться прямо сейчас. Если ты не научишься контролировать свои силы, ты уничтожишь все королевство». Фарма был вне себя от радости, и наконец начались тренировки. Она отвела его в место, далекое от горожан, и они начали тренироваться вместе. Вскоре стало ясно, что его сила превзошла все ожидания. Он перевернул все вверх дном. После тренировки он вернулся во дворец и сел один на лестнице, используя свою способность святого глаза, чтобы диагностировать слуг одного за другим. Когда он обнаруживал болезнь, пораженная область светилась белым, подтверждая диагноз. Даже у Талины были травмы рук из-за повторяющейся работы. Фарма записал все состояния, а затем отправился в лабораторию своего отца, чтобы приготовить необходимые лекарства. Он начал с Талины, используя все свои способности. Если у него не было нужного ингредиента, он синтезировал его сам. Он провел много часов в лаборатории, но в конце концов ему удалось приготовить все лекарства, которые он записал. Он взял несколько из них и пошел к Талене, дал ей лекарство, специально приготовленное для нее, и сказал, что это от травмы на руках. Талина была вне себя от радости, она едва могла в это поверить. Точно так же он посетил остальных слуг и раздал им нужные лекарства. Все были вне себя от радости. Даже сам Фарма был удивлен их безграничным счастьем.
Затем Толяна сказала ему, что слуги никогда раньше не получали никакой помощи, потому что они были из простого сословия. Высокопоставленным врачам не разрешалось их осматривать. А если и разрешали, то стоимость лечения была слишком высокой. Тогда Фарма понял, насколько сильно в этом мире распространена классовая дискриминация. Он сказал, болезнь не делает различия между министром и рабочим. Каждый имеет право на надлежащее лечение. В любое время. Вскоре после этого его вызвал Бин. Когда Фарма пришел, он был потрясен, обнаружив, что его родители больны. Он спросил об этом, и Буран сказал ему, что его сестра Мила заразилась серьезным заразным кожным заболеванием, от которого нет лекарства, и ее изолировали. Никому не разрешалось ее навещать. Но Фарма не сдавался. Он вернулся в свою комнату, закрыл дверь и, выслушав объяснение отца, смог определить болезнь. Это была болезнь, которую в его предыдущем мире вылечили совсем недавно, перед его смертью. Он действительно приготовил лекарство, используя свои способности. Даже когда нужных ингредиентов не было, он создавал их сам. Затем он незаметно пробрался в комнату Милы, сел рядом с ней, успокоил ее и пообещал, что все будет хорошо. Он попросил ее никому не говорить, что он был у нее, сказав, что Биран будет в ярости, если узнает. Когда он сказал ей, что принес лекарство, она спряталась и сказала, что ненавидит вкус лекарств. Но он удивил ее. На этот раз лекарство было в форме конфет. Он сам накормил ее ими. Мила была вне себя от радости. Она не могла поверить, что это действительно лекарство. На следующий день Бен и Фарма пришли в комнату Милы. Это было очевидно. Она полностью выздоровела. От болезни не осталось и следа. Бен сказал, «Я не знаю, как это произошло. Никто раньше так быстро не выздоравливал от этой болезни». Но Мила отказалась говорить им, что ее вылечил Фарма. Позже Фарма сидел один и, наконец, используя свои способности, смог создать микроскоп, способный видеть и анализировать вирусы. Вдруг в дверь постучали. Вошел главный слуга и сказал, что он срочно нужен Бирану. Он пошел к нему, и ему сказали немедленно приготовиться. Они направлялись в королевский дворец, где принцесса была тяжело больна. Фарма заметил, что его отец очень устал, но они все равно поспешили во дворец. По прибытии их встретил личный врач принцессы Кин, который проводил их в ее комнату. Там было полно врачей. Когда Бен и Фарма вошли, они увидели принцессу, лежащую на кровати и неспособную даже дышать. Бен начал ее осматривать, взял образец крови и использовал свои способности, чтобы диагностировать ее состояние. Затем он повернулся к Кину и сказал, что ее случай безнадежен. Что лучшее, что они могут сделать, это облегчить ее боль. Фарма был потрясен. Как можно было вылечить такую болезнь? Бирин вернулся и приготовил дозу для принцессы. Это было просто обезболивающее. Он дал его ей, и когда она спросила, есть ли надежда на выздоровление, он ответил, конечно. Но Фарма заметил, что все сдались. Он быстро использовал свой священный глаз и диагностировал ее болезнь. Да, это была смертельная болезнь легких, известная как смертельная болезнь. Он начал быстро думать, как ее вылечить, и, похоже, нашел решение. Внезапно дверь распахнулась, и маленький сын принцессы подбежал к ней, рыдая. «Не оставляй меня, мама. Я хочу, чтобы ты осталась со мной». В этот момент вмешался Фарма. Он попросил принцессу позволить ему вылечить ее и лично наблюдать за ее выздоровлением. Биран был в ярости и кричал на него, но принцесса прервала его, сказав, «Я знаю, кому я доверяю, а кому нет. Я верю, что Фарма меня вылечит. Вы все почти потеряли надежду, но он единственный, кто все еще борется». Затем Фарма вошел в дворцовую лабораторию. Не раздумывая, он использовал свои способности, чтобы создать огромный ледяной барьер за дверью, чтобы никто его не беспокоил. Он начал думать о правильной формуле и набросал структуру соединения. После долгих усилий он, наконец, создал лекарство. Но вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Бирен. Он был в ярости и кричал, «Что ты делаешь?» Фарма спокойно ответил, «Как видите, я делаю лекарство для принцессы». Бирен сказал ему, что от белой смерти нет лекарства, и что ее конец неизбежен. Но Фарма настаивал, что у него есть лекарство, и проигнорировал его возражения. Баран был в ярости. Он разорвал формулу, которую рисовал Фарма, и набросился на него, думая, что его сын готовит яд для принцессы. Но Фарма блокировал все его атаки, и внезапно между ними возникла огромная ледяная стена. Биран застыл на месте, ошеломленный, и спросил, «Как ты это сделал?» Не произнося заклинаний и не используя свой магический посох, «Кто ты такой?» У Фармы никогда раньше не было такой силы. В этот момент он заметил маленькую записную книжку. Он открыл ее и нашел огромное количество химических формул для лечения неизлечимых болезней. Затем он увидел священную печать на плече Фармы и спросил, когда она появилась. Фарма ответил, «С тех пор, как я очнулся после последней аварии, я такой». Наконец Биран убедился. Фарма был необычным человеком. Он действительно обладал необычными способностями, и поэтому он наконец сказал, «Быстро закончи лекарство». «У нас нет времени». Внезапно Фарма рассеял ледяной барьер перед собой, что снова шокировало его отца.
Бедняга не мог поверить в происходящее и застыл на месте, ошеломленный. Тем временем Фарма продолжал готовить лекарства для принцессы. Через некоторое время он вышел из комнаты с врачами, неся лекарство в руках, с полностью закрытым лицом, и направился прямо к принцессе, чтобы передать его. Но сначала он решил использовать микроскоп, который сам построил, чтобы показать принцессе, какая именно болезнь ее поразила. Он сказал: «Посмотрите в отверстие перед собой, на свет». Затем он попросил одного из слуг поднести свечу ближе к линзе, и тут произошло неожиданное. Принцесса была потрясена. Она увидела большое количество бактерий прямо перед собой, и это была настоящая причина ее болезни. Принцесса позвала Каина и передала ему микроскоп. Как только он посмотрел в него, он застыл на месте, пораженный увиденным. Никто из врачей не мог поверить своим глазам, увидев это изобретение Фармы. Затем Фарма спокойно объяснил, что это вирус, атакующий легкие, высвобождая огромное количество агрессивных бактерий, которые быстро размножаются. Но ему удалось создать лекарство, которое полностью уничтожит вирус, при условии, что принцесса будет принимать его в течение 6 месяцев. Хотя это казалось долгим сроком, она полностью выздоровеет и станет сильнее, чем когда-либо. Фарма налил 2 стакана лекарства и выпил один на глазах у всех, чтобы доказать, что оно совершенно безопасно. Затем он сказал принцессе, что лично будет следить за ее состоянием в течение всего периода лечения. После этого врачи окружили его, засыпая вопросами о том, как он построил микроскоп и о свойствах нового лекарства, которое он открыл. Через несколько минут мы увидели, как Биран сидит с Фармой, обмениваясь идеями и информацией, глубоко впечатленный своим сыном. Он сказал ему, что собирается обнародовать формулу лекарства, полагая, что оно может спасти бесчисленное количество жизней. Биран ответил: «Если ты это сделаешь, твоя жизнь будет в опасности. Многие захотят тебя убить. Но не волнуйся, я буду рядом с тобой». Позже Фарма пошел проведать принцессу. Когда он пришел во дворец, один из слуг по имени Арс подошел к нему и сказал: «У меня есть важная информация, которую ты должен услышать прямо сейчас». Он сообщил ему, что принцесса собирается наградить его. Фарма был ошеломлен. Арс воскликнул: «Что с тобой, парень? Ты спас ей жизнь, когда все остальные потерпели неудачу, почему тебя не должны наградить?» Он спросил, хочет ли Фарма денег, власти или и того, и другого. Но ответ Фармы шокировал его. «Моя единственная цель в жизни — открыть собственную клинику, где я буду лечить всех людей, независимо от их социального положения или финансового статуса». Затем Фарма навестил принцессу, чтобы проверить ее здоровье, и обнаружил, что она полностью здорова. Она поблагодарила его, сказав: «Если бы не ты, я бы сейчас была мертва. Меня спасло не только твое лекарство. Каждое твое слово давало мне надежду и возрождало желание жить». В этот момент Фарма встал и спросил: «Если бы ты была простым человеком, что бы с тобой случилось?» Он сказал ей, что есть много бедных людей, которые заслуживают такой же надежды в жизни. Затем он сказал: «Теперь, когда ты начала выздоравливать, ты должна продолжать принимать лекарства до самого конца». С этими словами он попрощался с ней и ушел. Через несколько месяцев принцесса полностью выздоровела. Однажды она сидела в своем кабинете во дворце с Бираном и сказала ему, что они с Фарой должны прийти на следующий день, потому что во дворце устраивают королевский праздник в честь ее выздоровления. На следующий день Биран и Фара отправились в королевский дворец. Как только они вошли в большой зал, они были поражены, увидев большое собрание врачей и знати со всех уголков королевства. Принцесса стояла перед ними в полном здравии и красоте. Она позвала Бирана вперед, поприветствовала его и поблагодарила. Затем она подарила ему регион Арсель, который оказался полон редчайших лекарственных трав. Внезапно она позвала Фарму. Он застыл на месте, потрясенный, но затем вышел вперед. Тогда она объявила о его повышении с ученика до королевского врача, вручила ему королевский знак отличия и приказала построить для него аптеку или частную клинику в самом центре королевской столицы. Как он и мечтал, Фара был вне себя от радости. Вскоре после этого к нему домой пришла группа мастеров, сообщивших, что по указу короля они должны немедленно начать строительство клиники. Фара немного занервничал и сказал им, что ему нужно время на подготовку. В этот момент вошла Нур и сказала, что ее отец приказал ей оставаться с ним до завершения строительства. Фарма объяснил, что ему нужно несколько дней, чтобы закончить проект. Нур ответила: «Несколько дней». Что ты имеешь в виду? Если рабочие не начнут сейчас, их казнят на месте по закону. Поэтому Фарма сел, взял ручку и начал рисовать проект клиники. Строительство началось немедленно. Во время работы один из рабочих спросил Фарму, есть ли у него какое-то конкретное название для вывески клиники. Он немного подумал и сказал: «Я знаю много названий клиник из моего предыдущего параллельного мира». Как только рабочий услышал это, он бросился к вывеске и написал: «Клиника параллельного мира». Как странно. Он что, шутит? Но Норе очень понравилось это название. Пока они стояли там, к ним подошел незнакомец и спросил: «Кто владелец этого места?» Фарма ответил: «Я», и спросил, нужна ли ему помощь. Мужчина рассмеялся. Это был Сан, глава гильдии врачей для простых людей. Он начал издеваться над Фармой, говоря: «Тебе лучше открыть кондитерскую для детей», и продолжал издеваться над ним.
Нур хотела вмешаться, но Фарма остановил ее и сказал Сану: «Я уверен, что если бы я открыл кондитерскую, ты был бы моим первым покупателем». Затем он спросил, нужно ли ему зарегистрироваться в гильдии, чтобы получить разрешение на практику. Сан ответил: «Нет, регистрация нужна только врачам для простых людей». В этот момент вмешалась Нур и сказала: «Ты, любопытный чужак, что ты здесь делаешь? Уходи немедленно». Испугавшись ее тона, Сан убежал. Со временем клиника была полностью оборудована, и Фарма смог купить все необходимые медицинские инструменты. Но ему все еще нужен был кто-то, кто помогал бы с управлением и бухгалтерией. Тогда внезапно появилась Талина и сказала: «Я умею читать и считать. Я выучила наизусть всю таблицу умножения. Я думаю, что никто не справится с этим лучше меня». Фарма согласился и сказал, что она обязательно будет работать с ним. Но для управления нужен был кто-то постарше. Когда он вернулся домой, он увидел, что все плачут. Оказалось, что Садар, главный слуга и финансовый менеджер его отца, в тот день ушел на пенсию и больше не мог долго стоять из-за боли в колене. Фарма подошел к отцу и спросил, может ли он вылечить Садра и взять его на работу в клинику. Бен согласился и даже подарил ему большой сундук. Фарма открыл сундук и был поражен, увидев, что он полон денег. Бен сказал: «Тебе понадобится солидный капитал, чтобы управлять клиникой. Это самое меньшее, что я могу тебе дать после твоего большого успеха». Через месяц Фарма сидел в клинике с Нур и Садром, но почти никто не приходил, только несколько пациентов, не больше десятка. Они не знали почему. Внезапно вошла Талина с какими-то бумагами и сказала, что она обошла много домов в столице и собрала отзывы о новой клинике. Все были впечатлены ее инициативой. Некоторые люди боялись цен. Другие думали, что клиника предназначена только для знати из-за королевской печати, а некоторые боялись охранников, стоящих снаружи. Причин было много. Они начали думать о решениях, и Садар предложил разместить цены на консультации и лечение за пределами клиники. Он сказал, что это привлечет больше пациентов. Вскоре после этого Бен и Лиза пришли навестить Фарму, проверили его, и он провел им экскурсию по клинике. Первый этаж был отведен под лечение и прием, второй под палаты для пациентов, третий под помещение для персонала, а четвертый под исследовательский центр Фармы, где он разрабатывал новые методы лечения. Берен был впечатлен точностью и организованностью. Тем не менее, когда они сидели вместе, Фарма жаловался на малое количество пациентов. Тогда его мать предложила ему заняться косметикой, так как это была самая популярная отрасль в королевстве, и это помогло бы продвигать его клинику. Особенно, если бы он продавал товары по низким ценам. Внезапно Фарма вспомнил о блестящем исследовательском проекте, который он начал в своем прежнем мире, чтобы создать новый косметический продукт. Он очень воодушевился этой идеей и решил воплотить ее в жизнь. И в этот момент кто-то вбежал и попросил позвать врача, сообщив, что дама, которую он обслуживал, внезапно потеряла сознание и, похоже, умирает. Фарма тут же встал и пошел с ним, чтобы оценить ситуацию. По прибытии он увидел большую толпу, окружившую карету пациентки. Он попросил их расступиться, затем быстро вошел в карету и обнаружил, что бедная женщина не может даже говорить. Он использовал свой священный глаз, чтобы осмотреть ее состояние, и был удивлен, не обнаружив никаких болезней. Однако он заметил следы ран на ее руках и понял, что она прошла процедуру кровопускания, что привело к значительной кровопотере, которая повлияла на ее состояние. Он решил отвезти ее в клинику, чтобы там ее вылечить. Как только они приехали, женщина начала рассказывать, что произошло. Сначала ее жених попросил ее осветлить кожу с помощью косметики. Но когда она обратилась к одному врачу, он воспользовался ее уязвимостью и обманом заставил ее поверить, что она может изменить цвет кожи, потеряв определенное количество крови без использования каких-либо косметических средств. Фарма дал ей лечение, чтобы компенсировать потерю крови, и пообещал, что создаст абсолютно безопасный косметический продукт, который очарует ее с первого применения. Действительно, через неделю девушка по имени Селин вернулась в клинику, где Фарма удивил ее, сказав, что создал для нее специальный крем. Крем отражал вредные лучи, был безопасен для кожи и даже омолаживал омертвевшие клетки кожи. Селин была поражена этим продуктом, и он быстро распространился повсюду благодаря маркетинговому гению Таллина и символической цене, которая сделала его доступным для всех. Клиника была переполнена, и хотя Фарма производил большие партии, они быстро раскупались, и он больше не мог удовлетворить спрос. В это время Селин вернулась в клинику с двумя подругами, чтобы спросить о продукте. Фарма сказал им, что запасы закончились, и что он планирует создать новую партию, но ему нужна помощь из-за растущей нагрузки. Тогда Селин предложила открыть специальный отдел для косметических продуктов. Он будет заниматься производством, а она – продажами, что значительно снизит нагрузку на основную клинику. Фарма был в восторге от этой идеи, и его отец, Биран, поддержал план, сообщив, что семья Селин хорошо известна в инвестиционном секторе. Через несколько дней был открыт отдел, посвященный косметическим продуктам. Селин лично руководила им и наняла большую команду врачей, чтобы помочь, и Фарма был поражен этим неожиданным успехом.
Некоторое время спустя Биран отвез всю семью в регион Арсель, который им подарила принцесса. Там они встретили Кира, чиновника, отвечающего за управление регионом, который с тех пор стал помощником Бирана, предоставляя ему подробные отчеты о лекарственных травах и торговле между регионами. В это время Биран попросил Фарму присмотреть за Милой, которая пошла на пляж, хотя не умела плавать. Фарма ушел с собрания и направился к Миле и Талину, которые играли на песке у берега. Мила попросила у него разрешения зайти в море, и хотя он сначала отказался, он уступил после небольшой настойчивости при условии, что они не будут заходить дальше пляжа. Внезапно появился Нур и сказал ему: «Пусть играют». Они впервые на море, и он присоединился к ним в воде. В этот момент Фарма сосредоточился на Миле, и сцена сменилась воспоминаниями, где он вспомнил свою сестру из первого мира. Какими прекрасными были их совместные воспоминания. И как он чувствовал себя беспомощным, когда болезнь забрала ее у него навсегда. Вернувшись в настоящее, море внезапно стало неспокойным. Надвигалась катастрофа. Течение унесло Милу глубоко в воду, и она закричала о помощи. Фарма запаниковал и бросился спасать ее, но течение было слишком сильным, и он не смог до нее добраться. Мила утонула и потеряла сознание. Тогда Фарма нырнул за ней и сказал: «Я потерял свою младшую сестру в первом мире. Я не позволю этому повториться». И вдруг он изменился. Его окружила огромная сила. Громовой взрыв потряс окрестности. В центре моря образовался огромный кратер. Водная преграда отделила их от течения, и морское дно полностью обнажилось. Нур с трудом открыла глаза и была потрясена увиденным. Она увидела Фарму, который стоял, держа Милу на плече, окутанный мощной энергией, контролируя весь океан. Он отнес ее обратно на берег, и Мила пришла в себя, хотя все еще была сильно напугана случившимся. Нур удивленно спросила его: «Как ты это сделал?» Он ответил: «Я не знаю. Возможно, это одно из священных искусств». Но Нур настаивала, что ничто в этом мире не могло позволить такому случиться. Она и Тали были потрясены увиденным. Чуть позже Фарма вернулся домой и сидел в своей комнате, погруженный в размышления, вспоминая все, что произошло, и размышляя о страхе Талины перед ним. Внезапно вошла Талина и спросила, не нужно ли ему что-нибудь перед сном. Он помолчал, а потом сказал: «Прости, я не хотел тебя напугать». Она улыбнулась и ответила: «Напугать тебя? Ты был невероятен, вот и все». Затем она повернулась и ушла. На следующий день мы видим Фарму и Нур в клинике. Он сказал: «Несмотря на то, что мы взяли неделю отпуска для поездки в Арсель, люди все еще стоят в очереди у клиники». Внезапно он заметил двух людей в масках, которые выглядели очень подозрительно. Он подошел к ним и спросил, может ли он чем-нибудь помочь, но они ничего не ответили и сразу ушли. Кто они были? День закончился? На следующее утро один из охранников открыл клинику, чтобы подготовить помещение, но внезапно подъехала карета и полностью разрушила здание. Новость дошла до Бурана и Фармы, и они были потрясены. Барон решил отправить полный отчет принцессе, а Фарма сразу же отправился в клинику. Буран спросил его, подозревает ли он кого-нибудь, и Фарма подумал о Сане, главе гильдии врачей, а также о людях в масках, но решил ничего не говорить Бирану. Фарма приехал и увидел, что клиника разрушена, завалена грязью и обломками. Он сказал: «Нам понадобится много времени, чтобы все убрать и привести в порядок». Но вдруг появились несколько молодых людей, которых он лечил в прошлом, и решили помочь. Затем пришли другие пациенты, люди, которые любили его и поддерживали, отказываясь уходить, пока все не будет восстановлено даже лучше, чем раньше. Среди всего этого вошла маленькая девочка и заплакала, сказав, что ее отец потерял сознание и вот-вот умрет, умоляя о помощи. Остальные заверили Фарму, что позаботятся о клинике, пока он не вернется. Поэтому он взял девочку и пошел с ней. Через некоторое время он заметил, что ушел далеко от города, и спросил ее, где именно они находятся, но обнаружил, что она исчезла. В этот момент на него напала большая группа людей в масках. Он понял, что это была ловушка. Здесь мы узнаем, что это была секта храмовых жрецов, обладающая силой, которая могла даже превосходить силу принцессы. Они получили сообщение от человека, который случайно стал свидетелем того, как Фарма спас Милу, и заметил, что он не отбрасывает тень, как обычные люди, и решил, что он демон, появившийся в этом мире. Жрецы хотели его уничтожить. Фарма отрицал обвинение, настаивая, что он обычный человек, как и они. Но верховный жрец закричал: «Ни слова больше, поднимите руки и сделайте 3 шага назад». Фарма сделал все, как ему сказали. Внезапно под его ногами активировалась магическая печать, и ужасающая энергия вырвалась наружу, окружив его и заключив в ловушку. Но также внезапно вся печать исчезла без следа. Один из жрецов в шоке воскликнул: «Как это произошло? Это невозможно». Стало ясно, что эта печать была создана для того, чтобы ловить демонов и злых духов. Поскольку Яго человек, печать исчезла, потому что она не действует на людей. Тем не менее, жрецы по-прежнему были уверены, что он демон.
Внезапно один из жрецов атаковал, выпустив ужасающий огненный вихрь, который окружил Фарму со всех сторон. Казалось, что ему конец, но Фарма быстро создал магический барьер, который мгновенно отразил атаку. Другой жрец выпустил ледяные заклинания, но они исчезли прямо перед его священным оком. Жрецы потеряли рассудок и безрассудно атаковали его одно за другим самыми мощными заклинаниями, какие только можно себе представить. Все вокруг охватили мощные взрывы, почти уничтожившие все вокруг. Но нет, это был не конец, а только начало. Яго спокойно стоял, совершенно невредимый, покрытый слоем льда. Он сказал: «Вы сами навлекли это на себя». И вдруг из него вырвалась сила, превосходящая все остальные, уничтожив все вокруг, и верховный жрец упал перед ним на землю. Фарма стоял как призрак и предупредил их: одно неверное движение и вам конец. Затем он объяснил, что хочет только помогать людям, что он не демон и не несет зла. В этот момент верховный жрец заметил священную печать на плече Фармы и понял, что он необычный человек. Он обладает силой священного света. Этой силой наделен не каждый. Все жрецы тут же упали на колени, готовые принять любое наказание. Фарма был удивлен происходящим и не понимал, что они делают. Внезапно верховный жрец достал из-под мантии кинжал и приготовился покончить с собой в искупление за то, что осмелился напасть на священное существо, не зная об этом. В мгновение ока Фарма появился перед ним и остановил его, сказав: «Я не позволю никому пострадать, пока я жив». Однако оказалось, что верховный жрец получил опасную для жизни травму и срочно нуждается в операции. Хотя Фарма признал, что хирургия не его специализация, он не видел другого выхода и решил провести операцию сам. Была установлена большая палатка, и пациента поместили внутрь. Фарма начал готовить необходимые инструменты для анестезии. И сначала убедился, что у пациента нет аллергии ни на одно из веществ. Убедившись в этом, он сразу же приступил к операции. Позже он вышел из палатки и заверил жрецов, что все прошло хорошо. Он также велел им отвести его в храм и тщательно ухаживать за ним. Жрецы от всего сердца поблагодарили его. Несмотря на то, что они хотели убить его, он простил их и помог им. Через некоторое время верховный жрец полностью выздоровел и пришел в клинику Фармы, принеся с собой ценный подарок. Фарма открыл коробку и обнаружил невероятный магический посох. Жрец сказал ему, что это одно из священных сокровищ с неизвестными силами, но оно откликается только на тех, кто этого достоин. Как только Фарма прикоснулся к нему, посох засиял огромной энергией, показывая, что он признал его своим законным владельцем. Нур была поражена и спросила Фарму, может ли она сама попробовать его взять. Он согласился и отдал его ей, но посох прошел сквозь ее руки, как призрак, и упал на землю. Жрец объяснил, что только достойный может прикоснуться к посоху. Это лучшее доказательство того, что ты необычный человек. Фарма поднял посох, и ему в голову пришла безумная идея. Он сел на него и взлетел в воздух, устроив забавное представление. Визит закончился, и мы узнали, что храм не был причастен к нападению на клинику. Верховный жрец пообещал сам разобраться в этом деле. Перед уходом жрец дал Фарме особый талисман, который нейтрализовал действие священной силы, и тень Фармы снова появилась на земле, сделав его снова обычным человеком. Фарма был вне себя от радости и сердечно поблагодарил его. После этого он решил взять Милу и Талина в путешествие по королевству, как и обещал своей сестре. На рынке они увидели обычную девушку, которая стояла перед аптекой и спрашивала у врача, почему лекарства Фармы не продаются здесь. Это облегчило бы жизнь пациентам и сэкономило бы им время, но врач ответил, что гильдия никогда этого не допустит и даже может наложить штрафы и навсегда закрыть их аптеки. Фарма услышал разговор, взял Милу и Талина и ушел. По дороге ему пришла в голову блестящая идея – создать собственную медицинскую гильдию, чтобы лекарства распространялись по всему королевству. Нур была в восторге от этой идеи, и мистер Сот подтвердил, что он позаботится обо всех юридических процедурах как можно скорее. Тем временем мы переходим к Сану, главе гильдии общественных врачей, который проводит закрытое собрание с единственной целью – уничтожить клинику Фармы. Мы узнаем, что Сан был организатором предыдущего нападения, и он открыто заявляет, что с тех пор, как открылась его клиника, они больше не могут наживаться на болезнях людей. Он начинает планировать новую катастрофу. Все аплодируют ему, кроме врача по имени Брит, который, похоже, недоволен услышанным. Через неделю мы видим, как Брит несет свою дочь на спине и стучится в дверь президента гильдии, пока его ребенок находится между жизнью и смертью, но никто не отвечает. В этот момент он встречает Фарму, который спрашивает, нужна ли ему помощь. Заметив состояние девочки, Фарма просит его следовать за ним.
Они приходят в клинику, и Фарма сразу же начинает подготовку, задавая отцу несколько вопросов. Как ее зовут, сколько ей лет и когда она в последний раз ела. Затем он осматривает ее своим священным глазом и обнаруживает, что у нее сильная простуда, которая привела к ее нынешнему состоянию. Брит поражен вниманием Фармы к мельчайшим деталям. Он даже взвешивает ребенка, чтобы определить точную дозировку, и решает, что она должна остаться в клинике до вечера, чтобы полностью выздороветь. К вечеру состояние девочки значительно улучшилось, и отец забрал ее домой. Яко дал ему лекарство на 5 дней. На следующий день Брит вернулся, чтобы поблагодарить его, и сказал: «Я не могу позволить себе оплатить лечение, но обещаю, что отплачу вам». Фарма ответил: «Стоимость всего 1 монета». Брит был потрясен тем, насколько это дешево по сравнению с качеством лечения, и наконец понял, почему гильдия борется с Фармой. Он вернулся домой, и его жена Лена сказала ему, что их дочь выздоровела благодаря лекарству. Он ответил, что ее лечил Фарма, выразив глубокое восхищение его научными достижениями и медицинскими навыками. Несмотря на это, он предлагает лечение почти бесплатно. В отличие от гильдии, которая наживается на страданиях людей, оставляя бедных умирать, он расплакался и сказал: «Если бы я только мог помогать людям так, как он». Лена попыталась утешить его и напомнила, что нарушение правил гильдии приведет к его увольнению и запрету заниматься медициной. Позже Сан провел еще одну встречу с членами гильдии и сказал: «Несмотря на все, что мы сделали, клиника Фармы продолжает процветать день за днем. У него даже есть косметическое отделение, и ходят слухи, что скоро откроется 3-е отделение». Он начал собирать идеи, как разрушить клинику. В этот момент Брит наконец заговорил и сказал им: «Ваши сердца полны ненависти. Клиника – лучшее место для тех, кто ищет лечение. Здесь нет дискриминации, даже тех, у кого нет денег, лечат. Это истинная миссия медицины, а не то, что вы делаете, превращая ее в бизнес, основанный на страданиях других». Затем он рассказал им, что обратился к Фарме за лечением дочери и воочию убедился, насколько он невероятен. Со священными навыками и медицинскими знаниями, которых нет у всей гильдии. Конечно, Сану это не понравилось. Но в глубине души он поклялся, что заставит его заплатить за предательство. И действительно, на следующий день Брейд сидел в своей аптеке, которая была полностью разрушена. Ничего не осталось целым. Мало того, его имя было вычеркнуто из гильдии, и ему запретили заниматься фармацевтикой. По стечению обстоятельств Фарма оказался поблизости. Он взглянул на Брейда и сразу узнал его. Он спросил, что случилось, и был потрясен, узнав, что Брейд был лицензированным фармацевтом, а тот, кто все это с ним сделал, был никто иной, как сам Сан, глава гильдии. После того, как Брейд все рассказал, Фарма не стал молчать. Он сказал Брейду, что подал прошение принцессе о создании собственной гильдии, и оно уже было одобрено. Затем он предложил Брейду стать первым врачом, который присоединится к ней. Брейд был потрясен и заплакал от радости. Прошла неделя, и разрушенная аптека была восстановлена. Каждый сантиметр был обновлен. Она наполнилась новой жизнью, и Фарма наполнил ее своими последними лекарствами. Сегодня состоялось торжественное открытие. Брейд очень нервничал, но его дочь подбадривала его. Когда он открыл дверь, то был поражен, увидев толпу людей, собравшихся перед аптекой. Он не мог поверить своим глазам. Воздух наполнился слезами радости. Красота этого момента была неописуема. В другом месте Фара завтракал со своей семьей, когда пришло сообщение для Барана. Оно было от Веро, старшего брата Фары. Как только Баран прочитал его, он напрягся и попросил Фару немедленно пойти с ним в офис. Там Баран объяснил, что в следующем месяце состоится международная торговая ярмарка, ежегодное мероприятие, которое длится целый месяц и собирает торговцев со всего мира. Но настоящая проблема заключалась в том, что Веро предупреждал их о новой смертельной болезни, которая убивает всех зараженных в течение нескольких дней. Она уже появилась в соседней стране и унесла жизни тысячи человек за 1 неделю. Это означало, что болезнь была заразной. Несмотря на научные экспедиции Веро, он не смог определить тип болезни. Исследовательская группа, работавшая над этим, была уничтожена один за другим, их лаборатория была закрыта и сожжена дотла. Предполагалось, что болезнь может проникнуть в столицу через товары и торговые караваны, направляющиеся на рынок. Хуже того, в этом году рынок должен был пройти в регионе Арсал, под управлением самого Барана. Катастрофа приближалась, и Фарма начал подозревать, что это одна из болезней, с которыми он сталкивался в своем предыдущем мире. Он спросил отца, есть ли подробное описание. Баран сказал, что нет, но Веро упомянул, что у него есть свитки с микроскопическими изображениями, полученными во время тестирования. Фарма сразу же попросил копии этих свитков. Он пошел в свою клинику и начал обсуждать это с Нуром. Вместе они придумали, как предотвратить распространение болезни, особенно с приближением ярмарки. Затем у Нура появилась идея – отменить международную ярмарку. Но как они могли это сделать, если торговые корабли уже вошли в их территориальные воды, и до их прибытия оставалось всего несколько дней? Внезапно вошел Таллин и сообщил, что пришло еще одно сообщение от Веро.
Как только Фарма открыл его, он увидел микроскопическое изображение новой болезни. Это было шокирующее открытие. Это была необычная болезнь. Это была чума, известная как Черная смерть, которая когда-то уничтожила более половины населения мира в его предыдущем мире. Фарма сразу же пошел к Барану и сказал ему, что это Черная смерть. Баран не удивился. Он уже проводил исследования и подозревал это. Он сказал Фарме, что эта болезнь долгое время считалась мифом и что никто так и не нашел лекарства. Если она доберется до столицы, это будет означать полное уничтожение. Но тут произошло настоящее чудо. Фарма воскликнул: «Ты думаешь, я просто развлекаюсь? Я уже создал лекарство от этой болезни». Мало того, он раздал его во многие аптеки по всей столице. Баран стоял в ошеломленном молчании. Тем не менее, Фарма объяснил, что сдерживание болезни важнее, чем ее лечение, и что ему нужна официальная поддержка принцессы. Поэтому они оба пошли к ней и все объяснили. Они попросили задержать все корабли в портах. Все иностранные торговые пути должны быть закрыты, а торговля с любой страной за пределами столицы должна быть немедленно прекращена. Принцесса без колебаний согласилась и приказала министру точно выполнить инструкции. Фарма заверил ее, что возьмет с собой команду врачей и необходимые лекарства и отправится в порты, где установит пункты проверки и лично обеспечит безопасность товаров и торговцев. В случае обнаружения болезни он будет лечить ее на месте. Принцесса выразила ему полное доверие. Позже Фарма смог создать современный микроскоп, который позволял проводить тестирование с безопасного расстояния, повышая безопасность во время анализа. Он научил Брейда пользоваться им и спросил о наличии лекарств. Он узнал, что все королевство почти полностью готово, и что лечение будет распространяться бесплатно. Фарма лично покрыл все расходы. Когда все было готово, он взял Нура и отправился в торговый порт, где стояли корабли, чтобы лично их осмотреть. По прибытии к нему присоединилась группа врачей, которые предоставили отчет с подробным описанием количества кораблей и численности экипажа на каждом из них. Фарма искренне поблагодарил их и решил лично осмотреть каждое судно. На первом корабле капитан был в ярости и кричал от отчаяния. Их задержали на некоторое время, не объяснив причину. Фарма спокойно объяснил, что это все для их безопасности, и попросил капитана сохранять спокойствие. Затем он поднялся на борт корабля, тщательно осмотрел экипаж и помещение и, убедившись, что все в порядке, разрешил им войти в город. Затем он перешел на следующий корабль. Пока он был на своем корабле, другой капитан начал кричать на него, жалуясь, что груз испортится, если их задержат. Он был в ярости. Внезапно вмешался капитан второго корабля, настаивая на том, чтобы его судно осмотрели первым, и они начали спорить, а затем решили силой направиться к берегу без осмотра. Казалось, у Фармы были серьезные проблемы, пока по кораблям не открыли огонь из пушек. Сюрприз. Это был один из пациентов, которых Фарма лечил в своей клинике. Он был капитаном флота, которого принцесса тайно отправила на помощь Фарме. Он заявил, что если услышит хоть один звук от кого-то из вас, то разнесет его и его корабль в щепки. Фарма был очень рад такому неожиданному подкреплению. Они продолжили осмотр и не обнаружили никаких признаков болезни. Но пока они собирались в палатке, вбежал Кер, заместитель главы региона Арсал, и попросил о помощи. Один из задержанных кораблей пошел незаконным путем и зашел в прибрежную деревню, где разгрузил свой груз. Среди жителей деревни начали быстро распространяться смерти, одна за другой. Жители деревни считали, что их убивает демон. Фарма сразу понял, что корабль был заражен чумой. Он решил немедленно отправиться туда. Он подготовился, и Нур хотела пойти с ним, но он остановил ее, сказав: «Я рассчитываю на тебя здесь, в порту». Внезапно Фара достал свой священный посох и взмыл в небо, направляясь прямо к пораженной деревне. Но, как говорится, несчастье преследует несчастных. Когда Фара летел, в него чуть не врезалась птица. Потеряв контроль над посохом, он на огромной скорости врезался в дерево. Но настоящим сюрпризом было то, что его тело прошло сквозь него, как будто его там и не было. Это была иллюзия. Это была одна из способностей священного посоха, которым он владел. Через несколько мгновений он добрался до границы деревни, где мы обнаружили, что группа жителей готовилась бежать как можно быстрее, убежденные, что за смертями стоит злой дух. Когда Фарма приблизился, его внезапное появление и загадочный вид напугали их. «Кто вы?» – спросили они. «И как вы появились?» Он спокойно попросил их пока вернуться в деревню, пообещав все объяснить. Но один из жителей закричал: «Должно быть, это злой дух, который пытается помешать нам сбежать». Они схватили все оружие, которое у них было, и приготовились сразиться с ним. Несмотря на его попытки успокоить их, это было бесполезно. Тогда Фарма решил прекратить спор. Одним ударом посоха по земле поднялись огромные ледяные стены, окружившие всю территорию. Все были поражены его невероятной силой.
Затем он представился, сказав, что он королевский врач, посланный специально, чтобы помочь им, и что никто не может покинуть деревню без медицинского осмотра. Постепенно жители деревни успокоились и согласились сотрудничать. Они собрались в одном из домов и спросили его о его плане. Фарма достал карту деревни и сказал: «Сначала мы должны разделить деревню на 3 зоны в зависимости от тяжести инфекции. Таким образом мы сможем расставить приоритеты в лечении». Затем он направился в один из карантинных домов, где находилось много умирающих пациентов. Войдя, он был потрясен количеством больных, окруженных врачами, которые делали все возможное, чтобы помочь. Внезапно один из врачей закричал на него: «Немедленно убирайтесь отсюда!» Но другой врач вмешался и сказал: «Успокойтесь, это Фарма». Мы узнали, что этот врач был из храма и точно знал, кто такой Фарма. Обрадовавшись его появлению, он сказал всем, что Фарма — единственный человек в мире, способный их спасти. Фарма сразу же начал осматривать пациентов и обнаружил, что у одного из них была обычная простуда, и ему здесь не место. Фарма отругал его: «Зачем ты вообще здесь?» Несмотря на это, он начал лечить пациентов одного за другим, а другие врачи ему помогали. Фарма даже использовал свои божественные способности, чтобы ускорить действие лекарства. Закончив, он обратился к врачам с необычной просьбой. Группа, которая доставляла товары через эту деревню, вероятно, сейчас направляется в столицу. Найдите их, сожгите все, что у них есть, а затем немедленно вылечите их, пока они не добрались до города. Что касается Фармы, ему нужно было сосредоточиться на лечении тех, кто остался в деревне. И действительно, ему удалось вылечить всех зараженных жителей деревни. Он поставил охрану у ворот деревни, чтобы никто не мог войти или выйти, не вылечившись полностью. Затем он сказал им, что возвращается в столицу и что ледяной барьер ускорит выздоровление. Если что-то пойдет не так, они должны немедленно отправить гонца в столицу. Внезапно он снова призвал свой священный посох и пообещал вернуться, а затем взмыл в небо. Во время полета он заметил огонь на дороге. Он быстро спустился, чтобы выяснить, что случилось, и был потрясен, обнаружив, что врачи, которых он послал, уже добрались до торговцев, ответственных за чуму, и сожгли их товары, как он и велел. Фарма подошел к торговцам и сказал: «Во-первых, вы все заражены черной смертью. Вы не получите лечения, пока не ответите на мои вопросы». Он спросил, сколько повозок прошло через деревню и какие товары они везли. Они сказали, что было 4 повозки, в 3 из которых везли ткани и мебель, а в одной — животных, а именно белую белку. Фарма был в ужасе. Белая белка была тем самым существом, которое распространило чуму по всему королевству. И что еще хуже, на корабле с этими товарами было 5 святых рыцарей, которые вошли в деревню вместе с ними, а затем исчезли. В этот момент Фарма понял, что чума не была случайностью. Кто-то все это спланировал. Он приказал врачам вылечить торговцев, а затем немедленно отправился в королевскую столицу. Тем временем в столице Таллин раздавал обезболивающие и помогал просвещать население, а Брит получал образцы для анализа, взятые у торговцев, стоявших у городских ворот. Брит начал анализировать образцы, чтобы убедиться, что их можно впустить, но обнаружил катастрофу. Некоторые из них были заражены. В ужасе он приказал немедленно ввести карантин и начать лечение. Брит и медицинская бригада бросились к воротам, но попали в ужасную атаку. Охранников убивали, и повсюду царил хаос. Брит попытался закрыть ворота, но было уже слишком поздно. Святые рыцари ворвались внутрь, неся деревянный ящик с белыми белками, и тут же выпустили их. Один из рыцарей использовал свои силы, чтобы разбросать их по всей территории. «Ты это почувствовал, мой друг? Это было начало конца». Брит в ужасе наблюдал за происходящим, полностью осознавая, что происходит. Он объявил тревогу по всему королевству и приказал всем оставаться дома. Некоторые стражники пытались сопротивляться, но это было бесполезно. Один из рыцарей использовал магию ветра, чтобы отбросить их в воздух. Внезапно на место происшествия прибыл верховный жрец. Он ударил по земле божественной силой. Взрыв священной энергии мгновенно сковал рыцарей магическими печатями. Какая сила! В тот же момент Фарма прибыл в столицу и встал перед колоколом тревоги. Он использовал свой священный глаз и с ужасом увидел, что инфекция распространяется повсюду. Как он и боялся, виновата была белая белка. Он заметил битву у ворот и бросился туда. Он нашел Брида, убедился, что тот в безопасности, и повел его к месту происшествия. Там капитан стражи допрашивал рыцарей, спрашивая, зачем они распространили болезнь, и открылась шокирующая правда. Они ничего об этом не знали. Их заставил это сделать кто-то другой, ужасный демон, достаточно сильный, чтобы уничтожить 1000 людей одним ударом. Этот демон похитил их семьи и угрожал убить их, если они не подчинятся. Когда они описали его внешность, Биран был ошеломлен. Мы возвращаемся в прошлое. У Бирана когда-то был близкий друг по имени Таджо. Но в Таджо не было ничего человеческого. Он проводил ужасные эксперименты над людьми, сошел с ума и стал одержим идеей мирового господства.
Его отстранили от должности врача и посадили в тюрьму, но он бесследно исчез. Теперь кажется, что он вернулся, чтобы отомстить. Внезапно Фарма почувствовал поблизости ужасную энергию. Он активировал свой священный глаз и был потрясен тем, что увидел. Ужасный призрак стоял на крыше его клиники. Он бросился туда, и Беран тоже это почувствовал. Это было очевидно, мой друг. Все закончится не мирно. Где-то еще. У Таллин и Содера почти закончились лекарства. Таллин решила пойти в клинику за новыми. Содер пошел с ней, и они понятия не имели, что их ждет. Они пришли в клинику. Таллин поднялась в лабораторию и была в замешательстве от того, что увидела. Окна были распахнуты, а все лекарства исчезли. Она подумала, что это сделал Фарма, но внезапно появился Содер, и он был не один. За ним стоял Таджо. Одним ударом он сразил его. Содер упал в лужу крови. Его конец настал. Фарма добрался до клиники и с помощью своего священного глаза нашел Таджо. То, что он увидел, заставило его замереть. Он бросился в лабораторию и выбил дверь, но увидел, что Беран стоит прямо перед ним. «Спасите Содара и Таллин», — сказал он. «Оставьте этого демона мне». Фарма послушался, а Беран храбро бросился на Таджо, крича: «Я должен был давно тебя уничтожить». Началась жестокая битва. Но Таджо был на другом уровне. Он блокировал каждый удар и одним ударом повалил Берана на землю. Фарма успел вылечить Таллин и Содара, а затем сосредоточился на Таджо, который теперь угрожал сжечь всю клинику белым фосфором. Но Фарма в мгновение ока использовал свои силы, чтобы нейтрализовать химикаты. «Ты пожалеешь обо всем, что сделал», — заявил он. «Ты заплатишь за распространение болезней, нападение на Таллин и Содера». Он ударил его прямо в лицо. И это только начало. Таджо в ответ выпустил токсичные вещества. Но Фарма нейтрализовал их все. Затем, собрав всю свою силу, он нанес мощный удар, который вышвырнул Таджо из клиники. Он ударил его священным посохом, и в результате мощного взрыва Таджо был уничтожен, стерт с лица земли. Очищающая сила распространилась по королевству, очистив его от всех болезней. Наконец-то мир был восстановлен. Таллин и Содар были в безопасности. Раненых лечили, и началась реконструкция. Радость вернулась в страну. Фарма открыл новые филиалы своей аптеки и набрал в свою команду много врачей, готовых противостоять любой угрозе королевству в будущем. Все вернулось на круги своя. Только стало лучше. И на этом, мой друг, заканчивается аниме Фарма. Если вам понравилось, не забудьте написать об этом в комментариях. И, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь до следующего раза. Представьте, что вы выдающийся врач. Непревзойденный. И вдруг вы оказываетесь в другом мире. Все вокруг насмехаются над вами, считая вас слабым, не подозревая, что скоро вы заставите их всех пожалеть об этом. Можете себе это представить? Что же, тогда начнем. Наша история начинается с Фармы, мальчика, которого когда-то считали безнадежным. Он видел, как самый дорогой ему человек умер прямо у него на глазах. Сраженный неизлечимой болезнью. С этого момента Фарма дал клятву. Он никогда не позволит никому страдать так, как страдал он. С непоколебимой решимостью он заявил: «Я стану чудо-доктором, который сможет исцелить любую рану, какой бы серьезной она ни была». Прошли годы, и Фарма стал величайшим фармацевтом, которого когда-либо знал мир. Не было ни одной болезни, которую он не смог бы вылечить. Короче говоря, он стал живым чудом. Ученые со всего мира обращались к нему, когда сталкивались с неразрешимыми случаями. И у него всегда был ответ. Его жизнь была идеальной. За исключением одного. Он почти не спал, работал день и ночь, отдыхая всего 1 час в день. И вот однажды, как обычно, он поставил будильник, чтобы наконец-то отдохнуть. Но случилось нечто удивительное. Как только он открыл глаза, он был ошеломлен. «Кто эта девушка, которая стоит передо мной? Где я? Что я здесь делаю?» Девушка попыталась успокоить его, но он был совершенно дезориентирован. Он бросился к окну и выглянул наружу, только чтобы понять, что находится в совершенно другом мире. Он оказался в чужом теле и подумал, что это должно быть сон, что он скоро проснется. Но девушка, которую, как мы позже узнаем, зовут Таллин, сказала: «Похоже, твой разум пострадал после вчерашнего удара молнии». В этот момент Фарма начал понимать, что произошло. Он спросил, как ее зовут, и она ответила. Затем она провела его по дворцу и представила всем, кто там был. Оказалось, что Фарма теперь принадлежал к знатной семье, вел роскошную жизнь со слугами, горничными и великолепием. Но это было еще не все. Каждый член семьи был известным королевским врачом. Таллин представила его своей семье. Его отец Байрон, главный врач королевства, его мать Лиза, его сестра Мила и его старший брат Веро, который сейчас был в научной экспедиции за пределами королевства. Байрон возлагал большие надежды на своих детей не только из-за их врачебного мастерства, но и из-за их священных способностей. «Что ты имеешь в виду под священными способностями?» — спросила Таллин. «Ты забыл. Ты потрясающе владел магией воды.
Отсюда мы узнаем, что эти священные силы отличают дворян от простолюдинов. Если бы Фарма не смог использовать свою магию, его бы выгнали из дворца, а отец мог бы отречься от него. Испугавшись, Фарма сказал ей, что скоро восстановит свои воспоминания, притворившись, что у него амнезия, чтобы она не поняла, что он поменялся телами с кем-то другим. Позже, оставшись один в своей комнате, он задумался, как работает магия воды. Он представил молекулярную структуру воды, и внезапно его охватила таинственная энергия. Он смог без труда использовать магию воды, но потом его охватила паника. Он не мог остановиться. Бросившись к окну, он закричал, и поток воды хлынул наружу, заливая все вокруг. В конце концов, ему удалось отменить магию, и все вернулось в норму. Тем временем Тален, которая была в саду, промокла до нитки, но ее лицо светилось от радости. Он вспомнил о своих способностях. Фарма задумался, есть ли у меня другие способности. Действительно, он обнаружил, что может создавать любой металл левой рукой и стирать его правой. Внезапно в дверь постучали, и он быстро заставил металл исчезнуть, прежде чем вошла Тален. Она сказала, что его отец хочет увидеться с ним, чтобы проверить его состояние. Прежде чем они ушли, она спросила, помнит ли он свои медицинские знания. Байрон часто проверял его на редких методах лечения, и если бы он не ответил, это было бы катастрофой. Фарма пошел к своей семье, и они обрадовались, что с ним все в порядке после недавнего инцидента. Но вдруг Байрон спросил, как ты создаешь это редкое средство для заживления ран? На что Фарма ответил безупречно. Без колебаний, без ошибок. Байрон улыбнулся. Отлично, похоже, с тобой все в порядке. Тебе следует продолжить обучение с Нуром. Фарма пошел к Нуру, своему личному наставнику. Она обучала его как магии, так и медицине. Нур когда-то была ученицей Байрона и была невероятно талантлива, но она заметила, что что-то не так. Его тон изменился. Поведение стало спокойным и сдержанным, что было совсем не похоже на старого фермера. «Ты даже не помнишь меня, не так ли?» — спросила она. «Я сильно изменился и, кажется, потерял память после удара молнии». Нур смягчилась. «Не волнуйся, мы начнем с нуля. Постепенно ты все вспомнишь». Она начала объяснять, что их мир состоит из 5 магических элементов. Вода, огонь, земля, воздух и, наконец, пустота прервала ее. Что такое магия пустоты? Нур ответила, честно говоря, никто не знает. Она упоминается в священных картах и писаниях. Но лично я сомневаюсь, что она существует. Тогда Фарма спросил, есть ли кто-нибудь, кто может создавать любой материал, какой захочет? Нур пристально посмотрела на него. Перестань нести чушь, это совершенно невозможно. Но Фарма знал. Он мог это сделать. Затем она отвела его к реке и спросила о его магическом посохе, который усиливает способности и помогает в обучении. Хотя Фарма видел его раньше, он не взял его с собой, не зная, что это его посох. Нур протянул ему свой посох. «Я хочу, чтобы ты создал водяное копье и направил его в реку». Он не знал, что это значит, поэтому она показала ему. Огромная волна энергии вырвалась из ее заклинания и ударила в воду. «Просто, правда?» — сказала она. «Теперь попробуй ты». Фарма последовал ее инструкциям. То, что произошло дальше, было за гранью воображения. На берег обрушилось колоссальное цунами, сметая все на своем пути. Испугавшись, он бросил посох на землю, и заклинание мгновенно исчезло. Нур застыла на месте. «С каких пор у тебя такая сила?» Она протянула ему инструмент для измерения его магической энергии. Но как только он его использовал, он разбился вдребезги, и Нур задрожала. Это невозможно. Затем внезапно на плече Фармы засиял свет. Нур ахнула. Это была одна из священных печатей, упомянутых в древних текстах. Пока они шли, Фарма заметил, что Нур плохо видит. Ее очки разбились. Он предложил помощь. «Попробуй этот трюк, и твое зрение должно улучшиться». Она подумала, что он шутит. Но когда она сделала то, что он сказал, ее зрение мгновенно прояснилось, и в этот момент Фарма обнаружил новую способность. Теперь он мог определить точное местоположение и характер любой травмы у человека, стоящего перед ним. Нур в шоке уставилась на него. «Как? Откуда ты все это знаешь?» Пока он рассказывал ей, что видел, ее охватил страх. Особенно, когда она заметила, что его тень не отражается на земле. Девушка резко остановилась и упала на пол. Он попытался помочь ей, но она убежала от него и от всего этого места. На следующий день Баран был в своем кабинете и сообщил Фарме, что Нур заболела лихорадкой, и ее состояние сильно ухудшилось. К его удивлению, она даже подала заявление об увольнении. Он спросил Фарму, есть ли у него какое-нибудь объяснение происходящему. Фарма на мгновение задумался, а затем сказал, «Я не виноват в том, что произошло». Тогда Берон вручил ему лекарство и письмо с просьбой навестить Нур и проверить ее состояние. Фарма взял лекарство и пошел готовиться к визиту к Нур, но сказал, «Это лекарство сделал мой отец. Это просто пищевая добавка, я сомневаюсь, что она может вылечить лихорадку». Поэтому он решил сам придумать для нее подходящее лечение. Он взял приготовленное лекарство и отправился к Нур домой. К его удивлению, она испугалась его.
Она спряталась за металлическим щитом и разговаривала с ним через дверь. Она думала, что он пришел, чтобы убить ее, после того, как она узнала его секрет. Он удивленно спросил: «Что за чушь ты несешь? Ради всего святого, что за мысли у тебя в голове?» Он попытался успокоить ее, объяснив, что пришел по приказу отца, просто чтобы проверить ее здоровье. Он принес ей лекарство отца и еще одно средство, которое сам приготовил для ее состояния. Но она, казалось, сошла с ума и начала кричать. Она упала на пол и закричала: «Это лекарство должно быть отравлено. Ты хочешь меня убить?» Она умоляла его не причинять ей вреда и пообещала, что никогда не раскроет его секрет. Фарма сказал: «Я не причиню тебе вреда. Пожалуйста, просто послушай меня. Я умираю от стресса, который ты вызываешь. Я ничего не понимаю в своей силе и не могу ее контролировать. Поэтому мне нужно тренироваться. И ты единственный, кто знает правду обо мне и понимает мою силу». Внезапно он достал букет цветов, который принес с собой, и сказал: «В любом случае, я не могу тебя заставить. Примешь ты это или нет, я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала». Затем он ушел. Позже Нур сидела одна, размышляя над его словами и о том, как сильно ей нужен кто-то рядом. Несмотря на свой страх, она в конце концов решила помочь ему. На следующий день Фарма гулял один в саду, когда вдруг услышал, как кто-то позвал его по имени. Это была Нур. Она подошла к нему и сказала: «Давай начнем тренироваться прямо сейчас. Если ты не научишься контролировать свои силы, ты уничтожишь все королевство». Фарма был вне себя от радости, и наконец начались тренировки. Она отвела его в место, далекое от горожан, и они начали тренироваться вместе. Вскоре стало ясно, что его сила превзошла все ожидания. Он перевернул все вверх дном. После тренировки он вернулся во дворец и сел один на лестнице, используя свою способность святого глаза, чтобы диагностировать слуг одного за другим.